Существует общепринятое представление об аромате лаванды. Лиственный, чуть специевый, чуть сладкий цветочный запах. Чтобы проверить, так ли это, мы сравним лаванду из 4 точек земного шара – Франции, Болгарии, Крыма и Индии, чтобы почувствовать особенности запаха, будь это белые цветы, перченность, изменчивость или петрикор. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель. И прежде чем приступать к сравнению, полезно назвать 3 причины различий в аромате, казалось бы, одного и того же растения. Во-первых, существует более 45 видов лаванды. 2 вида, которые мы рассматриваем, это лаванда узколистная, лавандула ангустифолия, известная своим мягким, сладким вкусом, и лаванда широколистная, лавандула лантифолия, которая обладает совершенно иным характером. Во-вторых, терруар. Этот термин, заимствованный из виноградарства, относится ко всей природной среде – почве, климату и высоте над уровнем моря. Комбинация этих параметров является важным фактором в накоплении растением ароматических веществ. В-третьих, метод экстракции. Большая часть протестированных материалов получена путем паровой дистилляции, однако есть и один абсолют. Перейдем к сравнению. Первый сорт лаванды – это лавандер Майлет, особый сорт, высоко ценимый в парфюмерии. Более того, сырье для него было собрано во Франции, которое обычно и ассоциируется с лавандой. Этот сорт олицетворяет собой стереотип о бескрайних фиолетовых полях, наполненных умиротворяющим ароматом. При первой оценке сразу чувствуется аромат лаванды, но он значительно мягче, чем ожидалось. Аромат исключительно сладкий и цветочный, но также содержит свежую, почти мятную зеленую ноту, похожую на свежесобранную зелень. В нем отсутствуют резкие лекарственные оттенки, характерные для других вариантов. Любопытно, что при разбавлении свежесть становится настолько доминирующей характеристикой, что начинает вызывать ассоциации с гелем для душа, дигидромирцинолом и жевательной резинкой. Это одновременно классический и современный аромат, профиль которого демонстрирует самые понятные и доступные грани запаха без излишней резкости фужера. Если лаванда из Франции – это романтичный герой, то лаванда из Болгарии – ее антипод плохиш. Дело в том, что хотя это эфирное масло также характеризуется насыщенностью и ароматом, термин «насыщенность» здесь недостаточно точно описывает ассоциацию. Сладость присутствует, но она здесь служит фоном для сильной ноты черного перца, пряной, смелой и брутальной. Со временем проявляются и другие ноты, например, что-то напоминающее чай из гибискуса, сухая, цветочная и слегка терпкая нота. Но самое неожиданное, что за всем этим скрывается нота анималики, скотности, которая обычно не ассоциируется с чистым стерильным ароматом лаванды, а скорее вызывает в памяти запах сена, сушащегося в амбаре. Эта лаванда скорее бодрит, чем успокаивает. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Наш следующий пункт назначения – Крым. Эфирное масло лаванды удивило изменчивостью ароматического профиля с течением времени. По первому впечатлению, это самый сухой, скучный запах из всей группы. Он не особенно сладкий. Для меня начальные ноты были чисто травянистыми. Представьте себе аромат измельченных сушеных трав и сена. Таким был первоначальный профиль. Он был приятным, но казался простым. Однако через 4 часа эта сухость исчезла, и появился свежий, слегка пудровый аромат. Это был тот самый классический чистый фужерный профиль парикмахерской, сбалансированный и аккуратный. Еще интереснее, что через 12 часов после нанесения эфирного масла на бумажный блоттер свежесть и пудровость исчезли, уступив место гурманскому аромату. Сливочность ванили, миндаля и слабый намек на марципан. В этом сравнении это единственный пример полноценного альфакторного преображения, в данном случае от свежескошенного луга к парикмахерской, а затем и кондитерской. Наконец, образцы из Индии. Самый интригующий здесь, конечно, был другой вид – широколистная лавандула латифолия. Для нее характерно более высокое содержание таких соединений, как камфора и 1,8 циниол, которые придают резкий лекарственный аромат. Сразу после нанесения на блоттер запах чистого эфирного масла резкий, мятный и очень пряный. А при разведении до 1% вызывает ассоциации с теплицей, запах влажной земли и молодых саженцев. Затем начала проявляться нота сырой, мокрой шерсти. Через 4 часа аромат стал вызывать ассоциации с прогулкой по лесу поздней осенью. Запах влажных листьев, выстилающих тропинку. А через 12 часов после нанесения на блоттер анималистичная нота сырой шерсти и иногда прелых листьев стали доминирующими. Этот землистый, перечный, специфический запах совершенно не похож на цветочный. Он не был приятным в традиционном смысле, но был поразительно реалистичным. Эфирное масло лаванды из Индии – это волна цветочно-травяной, почти цитрусовой свежести. Это чистый воздушный аромат лавандового поля. К сожалению, через 4 часа яркие верхние ноты становятся тише и теряют гармонию. В результате ароматические резкость и сладость травянистых нот конфликтуют друг с другом.
проявляется гораздо более простой, слегка лекарственный, похожий на сено запах. В итоге остается только резкая, неприятная нота нонолактона, он же альдегид С18. Абсолют лаванды спокойнее и насыщеннее. Вместо резкости и металличности здесь есть более аккуратный, почти сладкий травяной аромат всего растения. Листья, стебли, цветы, растертые между пальцами, на фоне карамели взлет. Со временем мятность и зеленые ноты только усиливаются, вызывая ассоциации с цистригексинилацетатом и гексилсалицилатом. Даже через 12 часов этот запах, хотя и становится слабее, все еще сохраняет целостность. Вкратце о стоимости в рублях 1 мл эфирных масел. Французская 240, болгарская 60, крымская 50, Индия широколистная 130, Индия узколистная 100, Индия абсолют 550. Выводы. Лаванда сорта Майлет из Франции обладает самым мягким сладким ароматом. Подходит не для классического мужского фужера, а для менее резких ароматов. Эфирное масло лаванды из Крыма можно использовать в качестве одного из опорных компонентов в духах благодаря меняющемуся, но в то же время сбалансированному ароматическому профилю. Абсолют лаванды обладает выраженным изумрудным цветом жидкости, оставляет масляные разводы на блотере, поэтому вряд ли подходит для применения в духах. Но благодаря стабильному, не слишком резкому запаху может быть использован в других продуктах. Лаванда широколистная – самый специфический вариант, заметно отличается от других нотами прелых листьев, влажной почвы, сырой шерсти. Не подходит в качестве стандартной лаванды, но может быть ценным компонентом для придания аромату брутальности или эффекта прогулки по лесу. Эфирное масло из Индии удивительно несбалансированное. Обычно компоненты натурального происхождения имеют гармоничный ароматический профиль, а в данном случае выбивающиеся ноты приводят к какофонии, независимо от концентрации и времени нахождения на блоттере. Эфирное масло из Болгарии – это интересный вариант благодаря наличию выраженного оттенка черного перца в ароматическом профиле. Наличие животной ноты, ноты сырой шерсти только подчеркивает общую брутальность этого варианта. А в следующем видео мы поговорим про настоящую королеву цветов – розу.